Но я, наверное, не сильно ошибусь, если скажу, что относительно темы Китая сейчас самая актуальная э, новость – это принятие закона о национальной безопасности Гонконга. О том, что этот закон будет принят, мы писали еще в прошлом номере нашего журнала «Россия и Китай». Значит, и в нем тогда мы рассказали, к чему привели погромы в Гонконге, организованные проамериканскими молодыми оппозиционерами, один из которых Джошуа Вонг. Значит, и предсказали, по сути дела, то, что вот такие массовые выступления, вот такая антикитайская деятельность молодежи Гонконга, она приведет к тому, что центральное правительство Китая только ужесточит свою политику по отношению к оппозиции. Так и получилось. И буквально неделю назад мы были на параде Победы в Москве. И во время этой поездки нам удалось взять интервью у сенатора Владимира Михайловича Джабарова, заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам, и интервью у депутата Государственной Думы, тоже заместителя председателя комитета по международным делам Государственной Думы, Дмитрия Георгиевича Новикова. Среди вопросов, которые мы им задавали, а задавали одни и те же вопросы относительно Китая, потому что интервью брали для журнала «Китай». Значит, среди прочих вопросов стоял и вопрос по закону о безопасности Гонконга. Ни сенатор, ни депутат Государственной Думы ни на минуту не сомневались, что центральное правительство не прогнется под нажимом оппозиции гонконговской и примет этот закон. И вполне убедительно обосновали это. Почему? Да потому что вот эти многотысячные и многомесячные противостояния центральной власти в Гонконге нанесло огромный ущерб экономический. Произошло то, на что, собственно, не рассчитывали американские кукловоды вот этой гонконговской молодежи. Произошло то, что они, по сути дела, своими действиями сами подтолкнули центральное правительство Китая к принятию очень жесткого закона. А я напомню, что там за терроризм, за вандализм, за другие противоправные действия, за призыв к отделению Гонконга, за призывы к разрушению единства страны грозят сроки вплоть до пожизненного, от 6 до пожизненного. Для Гонконга это оказался очень серьезный холодный душ. И когда 1 июля закон был все-таки принят, на улице вышло в разы меньше людей, чем во время прошлогодних забастовок и массовых протестов. Да, было арестовано порядка 370 человек, но по сравнению с тем, что было раньше, это, конечно, капля в море. Причем раньше национальная полиция Гонконга, по сути дела, совершенно никаким образом не пыталась, так сказать, остановить вот эти, так сказать, ну, можно сказать, террористические, вандалистские действия молодежи. Ну, а теперь, наверное, вопрос, который волнует сейчас многих. А что дальше-то? Ведь многие связывали с Гонконгом свою коммерческую деятельность, многие хотели просто съездить туда, так сказать, посмотреть на это, ну, без преувеличения, чудо урбанистики, чувство современной градостроительной мысли. Я думаю, что, скорее всего, все будет
нормально, все достаточно быстро нормализуется, и жизнь в Гонконге вернется в свое русло. И надо сказать, что, ну, по крайней мере, на мой взгляд, вот этот закон о национальной безопасности Гонконга направлен на защиту малого и среднего бизнеса в первую очередь, который больше всего пострадал от этих беспорядков прошлогодних. Он направлен на защиту тех, кто работает в сфере обслуживания туристов, тех, кто сегодня из-за погромов, из-за нетерпимой позиции со стороны этих демонстрантов по отношению к иностранцам, по отношению к инакодумающим, туризм просто в Гонконге обрушился. Его надо восстанавливать. И закон направлен в том числе и на это. Ситуация там нормализуется. И более того, я думаю, что вот эти жесткие меры, прописанные в законе, на самом деле применяться будут крайне редко. Конечно, они сейчас, такая возможность вплоть до пожизненно сесть в тюрьму, многие горячие головы остудит, и уже многие оппозиционеры заявили о своем уходе с политической сцены Гонконга. Значит, и применять этот закон, скорее всего, центральное правительство Китая будет достаточно редко. Будет работать на стабилизацию ситуации в Гонконге и то, что сейчас там будут силовики из центрального аппарата Китайской Народной Республики. Они обеспечат, у них хороший опыт спокойствия, стабильность. Более того, ни о каком нарушении договоренности или принципа «одна страна, две системы» я никаких проблем здесь не вижу. Центральное правительство будет всячески подчеркивать, что оно привержено этому лозунгу, несмотря на то, что принят этот закон. Почему? Да потому что если этот принцип будет выполняться, тогда и у оставшейся еще не присоединенной до конца части Китайской Народной Республики, а именно острова Тайвань, тоже будет тогда повод задуматься. Если на примере Гонконга этот принцип центральным правительством Китая вполне соблюдается, почему бы и нам не пойти на сближение с своей великой родиной? Потому что такое положение, которое длится уже много десятков лет, когда одна из важнейших коренных частей Китая вырвана, оторвана от родины, от своей, конечно, это не может продолжаться вечно. И поэтому закон о национальной безопасности Гонконга в то же время работает и на укрепление единства всего китайского народа, всей Китайской Народной Республики.